Самолет пятого поколения, как американские имитаторы упорно продолжают именовать F-35 Lightning II, оказался не способен выходить на сверхзвук. Пентагон был вынужден признать проблему и официально рекомендовать пилотам летать на дозвуковых скоростях. Правда, все это нисколько не мешает Вашингтону втридорого втюхивать самолет пятого поколения своим вассалам. Бравые звездно-полосатые вояки, если кто забыл, строят наполеоновские планы насчет Арктики. И в рамках этих планов, как я уже говорил, Пентагон грозится перебросить на Аляску свои вундерваффе – самолет F-35. Полагаю, все наши подписчики, которые интересуются темой вооружений, в курсе, что это жутко дорогая и совершенно бесполезная против России и Китая хреновина. В частности, потому что F-35 – самолет пятого поколения только на словах, а на деле он может развалиться при выходе на сверхзвуковую скорость. Разрушение фюзеляжа в воздухе, повышенная уязвимость перед авиацией противника и низкая боевая эффективность. В США признали очередную недоработку в истребителях пятого поколения F-35 Lightning II. Выяснилось, что самые продвинутые американские самолеты не могут летать со сверхзвуковой скоростью. Кардинальных мер Пентагон пока не принял, ограничившись запретом слишком разгонять F-35. Мне вот интересно, а какие кардинальные меры могут предпринять американские надиратели задниц? В проект F-35 уже вбухано несколько сотен миллиардов долларов, а общая стоимость этого проекта, как сообщала совестливая BBC, вообще запредельна. Программа по разработке истребителей F-35 рассчитана до 2070 года, а ее общая стоимость оценивается в $1,5 триллиона. И вот внезапно эта типа новейшая разработка по своим характеристикам настолько дрянная, что нужны специальные рекомендации для пилотов, чтобы они не угробили себя и вверенный им F-35. Американские генералы подсчитали издержки, поразмыслили и просто изменили тактику применения новых машин, ограничив время высокоскоростного полета до минимума. По сути, это означает только одно. Самый современный истребитель, которым гордятся ВВС США, лишился одного из главных преимуществ – возможности сверхзвукового перехвата воздушных целей. Тем не менее, в Пентагоне не унывают и уверяют, что сверхзвук для F-35 не так уж и важен. К примеру, отставной летчик и аналитик Гудзонского института стратегических исследований Брайан Кларк считает, ограничение времени полета на высоких скоростях, наоборот, станет для 35-х серьезным тактическим преимуществом. По его словам, слишком быстрый полет делает самолет заметным на радарах противника. Кроме того, теперь не потребуется сжигать тонны керосина на форсаже, дальность полета значительно увеличится. А нехватка скорости компенсируется тем, что истребитель уничтожит противника до того, как будет обнаружен. Нет, это не безумие. Это попытка выдать запах из изгаженных штанов за тактическое преимущество, которое позволит отпугнуть противника. Потому что не могут же уважаемые люди из Пентагона признать, что тупо получили откаты от ВПК США, который привык пилить бюджетные миллиарды и просит еще. Кто отвечал за военную приемку планера F-35? Кто закрыл глаза на то, что нагрузка при сверхзвуке может разрушить обшивку и хвост самолета, а также расположенные у хвоста радары? Наверняка у этих людей есть фамилии, погоны и должности. А еще влияние в органах власти, позволяющее избегать ответственности за явно коррупционные деяния. Как справедливо отмечают отечественные эксперты, поскольку в Америке все просто так, кроме денег, то в Пентагоне стремятся не к исправлению допущенных ошибок, а к компенсации убытков путем втюхивания своего летающего металлолома вассалам. Несмотря на множество недостатков F-35, американцы активно продают его своим союзникам. По словам профессора Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, 2019 стал годом особенно массированной и агрессивной рекламы этого истребителя с колоссальным бюджетом. В США заверяют, что F-35 – самый современный летательный аппарат. Его позиционируют как полноценное пятое поколение. На самом деле это крайне сырая, недоработанная машина. И нет оснований говорить о каком-то прорыве в военной авиации. Тем не менее, путем шантажа и запугивания США заставляли партнеров покупать 35-е. Например, несколько десятков истребителей навязали Польше, которая совсем не горела желанием их приобрести. Выкручивать руки своим лакеям, чтобы они оплатили американскую криворукость – это стандартная тактика вашингтонских эффективных менеджеров. По
По словам Судакова, развеян еще один миф Пентагона о том, что этот истребитель станет убийцей российского ЗРК С-400 «Триумф». Ведь чтобы уйти от ракеты 300-го или 400-го комплекса, самолету обязательно нужен сверхзвук. По мнению эксперта, американцам давно пора отозвать с рынка все машины. Иначе получается подлог, так как заявленные характеристики не отвечают реальным, отмечает Судаков. Но, полагаю, США на это не пойдут. Максимум, чего можно ждать – ограниченного признания конструктивных недоработок. В Вашингтоне понимают, что отзыв повлечет цепную реакцию по другим типам проданных вооружений. Уверен, что в ближайшее время Соединенные Штаты усилят шантаж и давление на союзников и заставят сохранить действующие контракты. Американцы ведь ничем не рискуют. По сути, они прекрасно понимают, что войны против России не будет. А значит, хваленый F-35 не получит огненное крещение в реальном столкновении с достойным противником. Максимум, для чего их могут использовать, это ракетные обстрелы босоногих людей с автоматами, как это делает Израиль, рекламировавший в 2018 году якобы боевое применение F-35. Стрельнуть по сирийской территории из воздушного пространства Ливана и сразу слинять – это не совсем то же самое, что участие в реальном боестолкновении. Да и то, после развертывания российских ЗРК в Сирии, израильские обстрелы тихо увяли. То есть, по факту, можно драть с вассалов 3 шкуры за летающий металлолом, который никогда не планируется использовать по назначению. И даже если представить на секунду, что президентом США стал человек с психическими отклонениями, вроде Клинтон и Байдена, решивший воевать против России, то и тогда тех же поляков, которым втюхивать F-35 не жалко. Бросят их на наше ПВО как пушечное мясо в надежде, что у наших ракетчиков не хватит боеприпасов на летательные аппараты, собственно, американских ВВС. В общем, как ни крути, торговля криво слепленным на коленке самолетом 5-го поколения – выгодный бизнес для страны, где все просто так, кроме денег. А нюанс заключается в том, что этот бизнес добивает американскую военную гегемонию, полученную в 1991 году по итогам развала СССР. Туда и дорога.